Эта история берет свое начало в самой южной провинции Земли, которая позже будет известна как Великая Норвегия. В суровом климате, когда с одной стороны тебя окружают горы, а с другой море, может выжить лишь сильнейший. Именно таким был молодой Ингард. Рожденный в самом сердце гор, после смерти всей своей семьи он с трудом попал в окружение старого правителя Земли Агдер, имя которого легенды уже забыли. Ингард уже к 10 годам был выше любого придворного и самого старого викинга, ведь в молодом мальчике текла кровь великанов. Старик обучил Ингарда обращению с топором и вырастил из мальчика грозного воина и мужчину. Он же, потеряв обоих сыновей в набегах и привязавшись к пацану, нарек его своим наследником. Когда названный отец умирал, он открыл тайну, которую Ингард, впрочем, и сам уже давно подозревал. Он является сыном и потомком древних ледяных гигантов, некогда проживавших в горах Йотунхейм, запретном и смертельном для людей месте. Когда Ингарду было всего 4 года, его отец, весь в ранах, спустил мальчика с гор и незаметно отвел к лагерю пирующих после набега викингов. Вот как молодой гигант попал в земли Агдера. Придя к власти, Ингард назвал свой фамильный дом Ледяная гора, дабы почтить своих предков и никогда не забывать, кем он является. Когда молодому гиганту исполнилось 30 лет, он решил завоевать континент, чтобы потомки помнили ледяных гигантов и самого Ингарда. Первым под руку попал правитель соседней провинции Хельярскин. Конечно же, обычный смертный не мог противостоять армии яростных викингов во главе с двухметровым берсерком Ингардом, который к тому времени стал известен далеко за пределами родной земли как Великий Викинг. Также легко была захвачена еще одна соседняя провинция – Филомарк. Контролируя уже 3 провинции, Ингард создал новый титул – герцогство Агдер, и отныне великан стал известен как Конунг Ингард. Слава о бесстрашном воине, который подчиняет себе все больше земель Скандинавии, облетела близлежащие округа, и вскоре к молодому великану присоединились новые полководцы, известные своей мужественностью. К слову, один из них, так же как и Ингард, являлся носителем крови гигантов Йотунхейма. Новоиспеченный конунг решил расширять свои владения на север, и один за другим более слабые правители сдавались под гнетом армии гиганта. Спустя 5 лет после начала Великого завоевания Скандинавии, как его назовут историки позже, у конунга Ингарда родилась дочь. Ребенок родился слепым и горбатым, и наследник гигантов начал бояться, что он делает что-то не так, и боги могут быть им недовольны. 28 сентября 873 года. В этот день увидел свет первый сын и наследник конунга, которого назвали Альфер. К осени следующего года вся западная часть Скандинавии уже была под властью Ингарда. Свое государство он решил назвать Эгдафюльки. После захвата земель на нашего героя обратили свое внимание жители Асгарда – боги. Один из них стал другом Ингарду, а значит его опасения о том, что боги его прокляли, были напрасны, и он шел по правильному пути. Первым серьезным врагом нашего героя стал его сосед конунг Харальд по прозвищу Прекрасноволосый, который правил землями восточнее провинции Ингарда. Великан решил воспользоваться моментом и атаковать врага, пока тот ведет другую войну в Европе. Однако, несмотря на несколько удачных осад и битв, вернувшееся войско Харальда было куда больше, чем у Ингарда, а потому соседи решили заключить Белый мир. Решив отложить соседей с востока на потом, Ингард объявляет войну верховному вождю Вику Охотнику, который правит на северо-востоке от земель, принадлежащих гиганту. Земля Сапми является стратегически важной, а потому к этой войне наш герой подошел серьезнее, и несмотря на то, что людские силы были равны, он смог без особых проблем подчинить данную провинцию себе. По мере взросления гиганты не останавливаются в росте, поэтому и Ингард становится все больше и больше. Вслед за частью земель Сапми, викинг решил подчинить себе провинцию на юге от новых владений. Однако одной из жертв этой войны стал действующий маршал, поэтому наш герой решил назначить на столь важную должность своего соплеменника, гиганта Брынжафа. После захвата провинции Медельпад, Ингард получил прямую границу с королем Швеции конунгом Бьорном Железнобоким. Конечно же, размер владений нового соседа не испугал великана, и он сразу же объявил ему войну за землю Хельсингланд. Терзаемый другими войнами, Бьорн не смог дать достойного отпора, а потому владения Ингарда вновь увеличились. Во время войны со Швецией до нашего героя дошел слух, что греческий правитель Василий решил созвать варяжскую гвардию. Безусловно, Ингарда не интересовал этот созыв, однако он был рад услышать о богатых землях на востоке, которые в будущем обязательно станут частью его великой империи.
Со временем почти вся Скандинавия преклонилась под властью великого Ингарда. Следующим, кто преклонил свои колени и отдал остаток своей земли, был уже знакомый нам Вигу-охотник. В этой войне наш герой окончательно понял, что боги на его стороне, ведь они не только благословили его на завоевание, но еще и приняли участие в его войне, приняв сторону будущего героя легенд. От богов Ингард узнал о том, что на востоке, в землях снегов и ветров, правят не люди и даже не гиганты. Этими землями правят самые настоящие драконы. Наш герой решил, что в будущем он не свергнет их в небытие, а в одном из снов ему приснилось, как сам Один говорит ему «Фусрода». Но сейчас нашего героя интересовали не драконы. Он не забыл и не простил своего единственного поражения. И хоть война с конунгом Харальдом была закончена заключением Белого мира, Ингард считал это своим личным поражением, а потому следующей своей целью избрал именно соседа. Тем более его земли так красиво бы смотрелись в составе будущей Скандинавской империи. На этот раз Ингард не допустил прошлых ошибок. Он заручился поддержкой всех своих вассалов, собрав значительное войско, и без проблем и поражений смог взять верх, подчинив себе своего личного врага. Вендетта выиграна. А значит, самое время объявить себя королем. Королем Норвегии. На это у нашего героя ушло долгих 20 лет. Однако многие подвиги Ингарда из Дома Ледяной горы и его наследников еще впереди.